Привет всем, мои дорогие друзья! Сегодня я покажу вам мастер-класс, как сделать настенные часы под старину. Я нарисовала вот такой чертеж часов, с помощью которого я буду уже делать их объемными из картона. Значит, конечно же, для работы нам потребуется картон, часовой механизм со стрелками, клей ПВА, ножницы, вот такие из пенопласта. Можно и пластмассовые различные шарики, это мы будем делать объемные части на часах. Ну а теперь приступаем. Значит, сначала мы будем делать центральную часть, вот эту. Это мы сделаем коробку и вырежем в ней отверстие под часовой механизм. Глубина 7 сантиметров. Ширина самой коробки будет 20 сантиметров. Так, и высота 33 сантиметра. То есть 20 на 33. Пока отложу черту в сторону и начинаем делать. Вырезаем две части 20 на 33. Вот все наши части готовы. И теперь мы будем их склеивать. Так, отверстие. Какой ширины? Ширина 12,5 сантиметра. Сверху мы отступаем 3,5 сантиметра, и высота нашего отверстия будет 26 сантиметров. Теперь мы будем делать вот такие выступающие элементы. Один покороче, другой немножко подлиннее. Который покороче 25 сантиметров. Длина, а который подлиннее 26. Ну, давайте делаем 26,5 сантиметров. То есть выступать у нас получается от нашего корпуса будет, если он у нас будет 20 сантиметров, то есть получается 2,5 сантиметра у нас будет выступать. Выступать у нас будет в три стороны, то есть сюда, вперед и с этого боку. Та часть, которая будет вешаться на стену, мы не будем делать выступ.
Теперь мы будем делать верхнюю часть часов, вот эту. Значит, длиной на 25 сантиметров, высотой 4,5 сантиметра. Теперь я буду рисовать вот этот полукруг верхней нашей части часов. Я решила его немножко сделать потолще. Видите, один слой не очень красиво будет смотреться сбоку. Поэтому я обвела наш полукруг и сверху еще сделаю вот такой декоративный элемент. Теперь мы сделаем для наших часов дно. И сейчас уже будем делать элементы декора. Это вот такие шарики, полукруги, колонны вот такие большие. Значит, вот на крыше наших часиков будут такие вот, как сказать, трапециевидные формы, на которых будут держаться шарики. Вот эти формы мы будем делать сейчас из картона, опять же путем склеивания нескольких слоев. Вот я склеила наши трапеции, получились такие толстенькие, они объемные. И теперь на них сверху буду приклеивать шарики, как на нашем чертеже. Вот таким образом у нас получилось. Все как на нашем чертеже. Теперь мы будем делать вот эти декоративные части, то есть украшать сам корпус часов. Как же это мы будем делать? Я уже некоторые детали подготовила. Разрезала теннисный шарик пополам. Разрезала, у ребенка были какие-то такие вот баночки от игрушки. Я разрезала их пополам и буду приклеивать их сюда. Но так как они сзади полые, а декор у нас будет выходить за пределы нашего корпуса, то сзади я решила приклеить картон.
Вот образец, как я попробовала уже сделать такой вазончик. Сделать его объемным. Не плоским, а вот такой полукругленьким. Но я не до конца доделала, поэтому сейчас я вам покажу более подробно, как это делать. Вот получились вот такие штучки. Пока они не очень красивые, но в будущем мы их обклеим салфеточкой, и форма будет более ровная и красивая. Теперь мы будем делать еще два таких элемента, чтобы клеить их вот сюда снизу. Беру маленький пенопластовый шарик, самый маленький, разрезала его на две части пополам, и сейчас буду его помещать вот в этот кусочек. Я подготовила такие же детальки, как здесь снизу часов, и сейчас буду их приклеивать. Я взяла пробку от вина, обрезала, сделала вот такие штучки кругляши, и буду их приклеивать тоже. Вот я вырезала нижнюю часть часов, такую, сейчас я ее буду приклеивать. Итак, наши часики, вернее, наш корпус часов почти готов. Теперь мы его будем обклеивать салфеточкой. Вот такой корпус у нас получился, уже обклеенный полностью салфеточками, уже высохший. Теперь нам нужно для нашего часового механизма сделать, значит, вот такой будет циферблат. Я вырезала круг из картона диаметром 12,5 сантиметров. Этот круг будет у нас крепиться вот здесь, но не совсем на уровне верхней части корпуса, а немножко мы его углубим. Значит, от основания получается 4 сантиметра. Для того, чтобы прикрепить к задней части наших часов механизм, мы сделаем коробочку. На нашем циферблате мы делаем центр, отмечаем центр и будем делать отверстие.
Вот я все обклеила салфеточками, уже все высохло. Коробочка для механизма и циферблат. Так как циферблат у меня из одного слоя картона, я решила его закрепить и сделать его немножко потолще и, конечно же, потверже, чтобы он потом не мог, его форма как-то измениться и покоробиться. Поэтому я вырезаю еще один круг. Теперь мы обрисовываем нашу коробочку изнутри, и надо нам вырезать отверстие. Примеряем и вырезаем отверстие. Теперь будем приклеивать на термоклей нашу коробочку циферблата. Теперь наши часы надо будет покрасить. Вот все у нас покрашены, все элементы. Вот такой еще декоративный элемент будет у нас вот здесь наверху, на верхней части корпуса. И сейчас приступим к декору нашего циферблата. Делать будем декупаж. Декупаж середины нашего циферблата, так как по краям будут располагаться циферки. И чтобы их было лучше видно, мы не будем закрывать верхнюю часть. Ой, не верхнюю, а боковую часть. Я хочу еще немножко декорировать наш циферблат вот такой краской акриловой, золотая и светлая. Сейчас я буду у нашего декоративного элемента делать вот такие красивые волнистые края. Теперь мы будем декорировать наши стрелочки немножко, чтобы они стали поизящнее. Теперь я буду рисовать циферки на наших часах.
как же часы будут без маятника. Для этого я приготовила 2 проволочки, натуральные, коричневого цвета. Я их не красила, они уже такие у меня куплены в магазине. Так, и надо будет вот такой кружочек. Сейчас я его немножко увеличу. Немножко изменила форму стрелочек, убрала вот эти рожки, так как подумала, что когда они будут друг с дружкой соединяться, рожки будут друг для друга зацепляться. Поэтому делала просто вот такие полукруглые формы. Так, теперь кружочек маятника мы тоже будем делать декупаж. Так, наш маятник готов. Сейчас мы его будем соединять с нашим циферблатом. Теперь будем собирать сам механизм наших часов. Вставляем эту емкость, в которой будет деваться батарейка. Вставляем и продеваем. Закручиваем шайбочку. Вот так у нас получилось. Теперь мы это должны приклеить уже внутрь корпуса наших часов. Друзья, вот такие часики у меня получились. Если вам понравились, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Я думаю, что такие часы украсят любой интерьер. Всем пока!